В середине августа вас ждет масштабное обновление. Именно с такими словами появилась новая страничка на официальном сайте игры, которая с радостью сообщает нам, что версия 5.0.0 запланирована на середину августа уже в этом году. А это означает, что до релиза eFootball 2026, номинально 26 части, потому что Konami отказались от нумерации, по сути остается уже всего ничего. Июль подходит к своему завершению, а это означает, что мы все ближе и ближе к этому самому глобальному обновлению. И давайте же посмотрим, что же успели сообщить нам Konami касаемо переноса наших активов в следующую часть и какие изменения по части наших карточек, возможно, некоторых игроков нас ожидает с этим самым апдейтом. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Вот сейчас попрошу всех обратить внимание на все то, что я вам покажу на экране и в целом упомяну, поскольку я уверен, что будет немало вопросов на этот счет, и на них мы сейчас постараемся ответить. Что же будет с монетами, с ГПшками, с карточками, с приобретенными наборами в следующей части? Будет ли обнуление? Пропадут ли эти карточки? Пропадут ли наши монеты, которые мы успели накопить или на которые задонатили незадолго до обновления? Как сообщают Konami, перенос игровых активов и других данных, в которые как раз таки и входят монеты, очки, ГПшки, поинты, случайные сделки, селективные контракты. Все это будет перенесено в eFootball 2026. Давайте еще раз уточним. В 26 части все, что у вас есть из числа монет, eFootball Points, ГПшек, игроков, приобретенных во вкладке наборы, ваши поинты тренировки, поинты навыков, поинты тренировки позиции, имеющиеся игроки, все это будет перенесено в eFootball 2026. Вас никто не лишит ваших монет, ваших поинтов и ваших футболистов. Единственный момент, связанный с тренерами и футболистами, некоторые из них могут пропасть, если так или иначе они больше не присутствуют в базе данных. Но знаете, как это происходит? Если футболист или главный тренер уходит из той или иной команды, которая присутствует в eFootball, и на момент релиза 26 части все еще находится без команды или вовсе ушли в ту команду, которая в самой eFootball не присутствует. Вот такие футболисты будут удалены из игры. И то будут удалены их ГПшные версии. Какие-нибудь версии из команды недели, из специальных паков, которые вы приобретали за золотые монеты, все эти карточки останутся при вас. Тренеры, которые были доступны во вкладке наборы, у вас никуда также не денутся, они остаются с вами. Если на момент обновления до eFootball 2026 вы успели понизить свой рейтинг вежливости, и он у вас составляет значение B, то есть вы злостный пользователь, который выходит из матча путем закрытия самой игры, а не выхода через главное меню, то после обновления до версии 5.0.0 ваше значение вновь будет повышено до значения A, то есть максимальное значение. Вы снова станете вежливым пользователем. И опять возвращаясь к игрокам и тренерам, которые в потенциале пропадут из игры после релиза eFootball 2026, это произойдет не в версии 5.0.0, а только в версии 5.2.0. И до этого момента мы сможем уточнить, благодаря специальному списку, кто из футболистов или главных тренеров, их ГПшной версии, кто именно из них может пропасть из игры. Но опять же, как уточняют сами Konami, данные изменения, то есть удаление игроков или главных тренеров, относятся только к обычным игрокам, то есть к ГПшным версиям. Все же остальные версии, то есть из команды недели, из паков селекции или каких-нибудь селекций чемпионатов, все эти карточки, даже удаленных игроков, у вас останутся. Ну и наконец-таки Konami додумались до того, чтобы переименовать свои поинты, которые, так как они называются, никто не называл: программа тренировки, программа отработки навыков, программа тренировки на позиции. Все эти три токена, которые мы так или иначе но используем, будут переименованы в токен опыта, токен навыка и токен позиции.
позиции. Как по мне, крайне логичное решение, и важно его также проговорить, чтобы ни у кого не было путаницы. Эти поинты никуда не пропадут, они не изменятся, просто чуть-чуть поменяется их название. Ну и вот такие вот изменения, поверхностные изменения ожидают нас с обновлением до eFootball 2026. Касаемо же нововведений, каких-то новшеств, мы узнаем только непосредственно перед релизом самого апдейта на отдельной презентации под названием eFootball Connect. Поэтому продолжаем следить за новостями. Ну а сейчас же приглашаю вас всех в комментарии под этим роликом. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. Подписывайтесь на наши соцсети, телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ну и про этот канал также не забывайте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!